Всем теплый солнечный привет из Таиланда, с вами Лена. И сегодня я бы хотела поговорить о том, что правда ли, что Паттайя умрет без туристов. За моей спиной дом, где живет тайка с иностранцем. Они выращивают сад, у них все в порядке, и они ничего не знают про туризм. Соседний дом, живут тайцы, сдают в аренду. Вот этот дом, здесь тоже живут тайцы, там дальше тоже вся деревня практически, где живут одни тайцы и к туризму никакого отношения не имеют. Здесь живут китайцы. Вот здесь живет мой друг, сосед француз со своей женой француженкой. А позади меня вы видите стандартный тайский кондоминиум, где живут обычные тайцы. Снимая комнату за 3500 бат, без вентилятора, практически без мебели, но зато дешево. И они тоже не знают, что такое туризм и вообще с какой стороны он может повлиять на их жизнь. Пойдемте на улицу дальше. Сейчас я вам покажу за пределами моего поселка тайскую жизнь. Здесь обычно нет иностранцев, здесь нет отелей, и мы находимся территориально за Сухумвитом, который разделяет туристическую часть и зону, где живут сами тайцы. Вот здесь бывали иногда туристы, очень редко, и в основном это были родственники экспатов, то есть тех, кто здесь живет. Итак, давайте понаблюдаем, что же здесь происходит. Много ли тайцев пострадало от количества туристов? Так, 7-Eleven работает, причем их два друг напротив друга, там еще один. Дальше, стиральные машины, кондиционеры продаются. Здесь тоже техника продается. Топс супермаркет, вон там желтенький такой Топс. Это супермаркет почти такой же, как 7-Eleven, только там больше европейских продуктов. Два рынка работает. Первый, крыша огромная. Вон там еще один такой, тоже крыша кирпичная. Два больших рынка. Здесь еда уличная. Это я стою все на одном месте, друзья мои. Чай, пожалуйста, да, ну сейчас утро, поэтому все пока закрыто, но к вечеру все открывается. Граб-такси уже ожидает заказов. Посмотрите, 99 бат ресторанчик, он всегда забит. Даже не уносят столы, потому что каждый вечер они накрывают заново, да. Вот здесь сразу же, вот не отходя, зубная стоматология. Каким образом она касается туристов? Она как работала, так и работает. Дальше, почтовое отделение. 3 метра прошла, посмотрите. Даже внутри сейчас, несмотря на то, что утро, все равно внутри народ. Отправляют посылки. Здесь продаются товары хозяйственные, необходимые для дома. Дальше. Вон там DIY. Это магазин инструментов и всякой мелочи недорогой для дома. Здесь, кстати, тоже кошеварят иногда. Такие местные лавочки. Такси, мотобайки. Они в жизни не видели туристов, никогда. Они работают здесь на тайцев. Золотой магазин. Дальше. Не пойду дальше. Вот единственный супермаркет закрылся, сдается в аренду. Но вы сами видите на этом пятачке, сколько здесь таких супермаркетов. Поэтому неудивительно, что он закрылся. И закрылся он не от того, что здесь нету туристов и больше никто не приезжает, и Таиланд весь умрет, а просто потому, что высокая конкуренция. Итак, я встала на месте у дороги, чтобы мы с вами понаблюдали, сколько проедет машин сейчас за это время. А пока я расскажу. Значит, кто больше всего пострадал? Пострадали, конечно, больше всего экспаты, такие как я. То есть нам здесь, кроме туризма, действительно заниматься нечем. Есть тайское законодательство, которое постоянно втыкает палки в колеса иностранцам, это не секрет, да, многие знают. Вот. Потом переквалифицироваться в какую-то другую отрасль очень тяжело. Значит, поэтому страдаем в основном иностранцы, как мы, отели, хозяева отелей. И, пожалуй, только некоторые рестораны и кафе, которые стояли на набережной возле отелей, где жили туристы. В общем-то, если взять всю Паттайю, она очень большая, вы помните карту, да, вот примерно, ну, в экран телефона. Делим ее на две части. Сухумвит, дорога, по которой вы приезжаете из аэропорта, верхняя часть это живут тайцы, нижняя у моря живут туристы. И то только по набережной. Центральная, Пратамнак,
Джамтиен, да, знакомые слова, все вы там были, ну или многие, может быть, еще будете, и я думаю, что когда вы приедете, Паттайя станет еще краше, лучше и чище, потому что сейчас проводятся ремонтные работы и в отелях, и на дорогах. Так вот, все остальные, я вас уверяю, нашли уже другую работу. Охранники в отелях, повара в отелях, уборщики, водители, которые возили вас на экскурсии, они уже давно работают все в Граб-такси, доставка еды. Сейчас с наступлением нашей волшебной ситуации это стало очень актуально, и поэтому они с удовольствием перешли. Не с удовольствием, конечно, нет, да. Тут я ошибаюсь, потому что жаловались нам наши водители на то, что у них стало меньше зарплата, то есть в том бизнесе, да, в развозке еды или почты. Водовозы. Вы знаете, что воду здесь из-под крана пить нельзя, поэтому мы заказываем бутылированную, большими по 30 литров, там, или по 10, да, по 5, или покупаем маленькие бутылочки воды. Так вот, все они работают, все развозят воду до сих пор. Грузовики ездят, строительство идет. И вообще, вы знаете, если сказать глобальнее, масштабнее, то из 77 провинций в Таиланде пострадало это только 3. Это Пхукет, Самуи и Паттайя, да. Ну, еще Чангмай, Чанграй, но там, в общем-то, всегда было местных туристов очень много, потому что там прохладнее, и вот этим привлекает своим климатом тайцев, поэтому Чангмай, Чанграй особо не пострадал, его в расчет брать не будем. Так вот, смотрите, вся Паттайя, вот я объяснила, да, примерно на пальцах, что только лишь береговая линия вот эта пострадала. Это кто? Только отели, рестораны-то почти все работают, потому что приезжают тайцы сюда на выходные. Вот, и ради вот небольшого количества этих людей Таиланд не откроет свои границы, понимаете? Я уже в предыдущем ролике говорила, почему там тоже с визами проблемы, но и Таиланд такая страна, которая хранитель своих традиций. Они никогда ничего не любили менять, привносить чего-то нового в свою жизнь. Поэтому они до сих пор так и живут, да, старым укладом. Вот. И, соответственно, очень маленький процент людей, который пострадал, если взять масштаб всей страны, поэтому вот эта тема, когда говорят, да, Таиланд умрет без туризма и так далее, Таиланд всегда приносил меньше 10% ВВП. Вот тут спорить можно бесконечно и долго, но, конечно, каждая выпитая чашка кофе одним туристом в день, да, уже приносит этой стране большие деньги, безусловно, но и без этой чашки есть тоже миллионы тайцев, которые тоже будут пить там кофе или тот же чай и так далее. То есть в глобальном понимании никакой беды собственной нет. Я уж не знаю, на радость или на огорчение многих, да, потому что действительно многие думают, что Таиланд прям загнется без туризма. Что ж, давайте посмотрим, что здесь происходит вечером. Сейчас 9 часов вечера в Таиланде. Граб-такси, доставка поехала только что, прям попала в кадр. Смотрите, ресторанчик 99 бат. Он всегда вот полный, да. На рынке, кстати, не так много сейчас палаток. Большинство из них уехало, но второй рынок работает. Надо сказать о том, что платежеспособность тайцев, она все-таки действительно упала, как и в других странах, как и во всем мире, да. Но это связано не с туризмом, а с тем, что многие фабрики и заводы просто вынуждены были останавливать свое производство. Между тем, страна все-таки аграрная, и 65% населения занято в сельском хозяйстве. Многие, кто работал в туризме, именно в Паттайе, да, они вернулись в свои деревни и помогают родственникам выращивать рис или ананасы, или бананы. И еще хотелось бы добавить, что ни один человек в этой стране никогда не останется голодным. Во-первых, Таиланд – это самая сытая страна в Азии. Во-вторых, здесь всегда открыты храмовые комплексы, которых миллионы по всей стране. Каждый храмовый комплекс собирает по утрам подаяние. Туристы могли наблюдать это действие, и даже в Паттайе, неважно в каком месте, везде есть храмовые комплексы. Так вот,
Они готовы приютить любого голодного, безработного, бездомного человека. И будь это таец, будь это иностранец, не имеет значения, они дадут ему работу, например, по уборке территории, и всегда накормят с удовольствием. Никогда не выгонят и ничего не попросят взамен. Этим моментом, кстати, пользовались и наши туристы, когда случилась беда, и многие не смогли вылететь вовремя, остались без денег, без поддержки. Я знаю, что русские туристы жили в храмовых комплексах, пока не улетели домой в Россию. Сезон в Таиланде никогда не бывал круглый год, и в основном он длился всего 3 месяца в последние годы, насколько я помню. Я здесь уже больше 11 лет. Так вот, 9 месяцев практически Паттайя так и жила без туристов. Поэтому, в общем-то, не привыкать. Прошлый сезон мы отработали до пандемии. Все в порядке. Можно сказать, что сейчас низкий сезон. Единственный момент, что нового сезона сейчас с ноября, с декабря не будет. То есть Таиланд пропускает 1 год сезона, но на следующий год, я думаю, все будет в порядке, и вы сможете вернуться уже в красивую, чистую, свежую Паттайю. Ну, на этом прощаюсь. Всем до встречи. Пока-пока.